Раки, приветствую вас. Меня зовут Ева Лехцер, вы на моем канале. Сегодня с вами смотрим ваш второй прогноз на октябрь 2024 года. Анализируем, что вас ожидает, каковым будет месяц и чем он вас приятно удивит. Поэтому настраивайтесь, и мы с вами приступим. Основные энергии: работа, финансы, здоровье, личная жизнь и рекомендации от карт. Итак, основные энергии у вас восьмерка жезлов. Аркан скорости, карта сообщений, перемещения, аркан приятных, полезных известий или легкого и быстрого решения каких-то вопросов. Помимо всего прочего, карта, которая говорит о том, что перестаньте сидеть пятой точкой на месте, а, как говорится, двигайтесь вперед, форсируйте развитие событий, прикладывайте усилия, если вы хотите, чтобы у вас что-то получилось. В первую очередь по шестерке мечей я раскрываю первый аркан. Ситуация касается поездок, переездов, перемещений, смены места жительства. Очень часто в комментариях слышу такие отклики: какие поездки, перемещения, я там 24/7 сижу дома. Это могут быть поездки краткосрочного плана или даже как бы по месту. Вы можете выехать, не знаю, там в соседнюю деревню или в соседний город, иной населенный пункт. Здесь в любом случае как много активности, много движения. И этого как бы избежать вам не удастся. Опять же, для кого-то решить вопросы, связанные с мобильностью, потому что восьмерка жезлов и шестерка мечей – это обретение транспортного средства. Не обязательно вы можете покупать его самостоятельно, это может быть служебное авто, которое вы будете использовать в своих целях. Но в любом случае, как мы видим, это улучшение ежедневных бытовых условий. Посмотрим, о чем здесь идет речь относительно вопросов работы. Здесь ложится семерка монет, как аркан ожидания плодов вашего труда. В каком именно ключе сейчас рассмотрим, но здесь как дожидаться какого-то решения или развязки цепочки событий. Смотрим ситуацию для тех, кто у нас сейчас не работает, по ряду причин, допустим, не может работать. Аркан суд. Суд — это как бы иметь свой частный подряд. Тем более одну колоду у вас здесь ложится аркан звезда. Работать на себя или на своих близких, или может вы даже будете заниматься бытовыми аспектами, то есть работа, дети, работа по дому, дети, бытовое хозяйство. Но семерка монет и суд – это вынашивать какие-либо планы относительно дистанционной работы. Поэтому если вы к этому стремились или этого хотели, действуйте, у вас будет получаться. Если вы соискатель, то семерка монет и повешенный – это по-прежнему ожидать трудоустройства. Это не значит, что вы должны сидеть и ничего не делать. У вас аркан восьмерка жезлов, карта активности. То есть это ходить по собеседованиям, рассылать резюме. Да, может быть, октябрь не будет плодородным на трудоустройство, но в ноябре эта ситуация может решиться. Если вы наемный сотрудник, семерка монет и аркан смерть, ожидание трансформаций и перемен. Здесь могут быть перемены как со сменой руководства или изменение условий труда, графика работы, изменения в структуре коллектива, может быть перемещение самой организации. Давайте смотреть, что здесь еще. Так, четверка чаш – это ситуация, когда идет выгорание или понимание, осознание того факта, что не идет у вас здесь работа на этом месте. И некоторые из вас могут для себя присматривать переход в иную компанию, в другую структуру, где вы можете больше зарабатывать и развиваться. Для тех же, кто владеет собственным бизнесом, семерка монет и четверка жезлов – это аркан стабильности. Единственное, что в чем здесь может быть ожидание, это подготовка нового офиса или нового филиала, то есть расширять ваши возможности и ваши активы. Оцениваем финансовую сторону вопроса. По финансам здесь ложится рыцарь мечей. Кстати, смотрю, что на финансы у многих знаков зодиака этот месяц месяцем является трат. Рыцарь мечей – это, конечно же, отток, но не с позиции, что вы деньги потеряли или где-то что-то упустили. Это очень много трат. У кого-то сопряжено, как я говорила, с приобретением транспортного средства, у кого-то с поездками, перемещениями и так далее. То есть много будет каких-то мелких бытовых расходов. Здоровье. По здоровью здесь ложится королева чаш. По сути, это вы собственной персоной для девушек и женщин. И аркан указывает на то, чтобы весь акцент был на вас, любимых, вкладываться в себя, в свое состояние здоровья, в свое самочувствие. В первую очередь гармонизировать ваше психоэмоциональное состояние, будь то массажи, йога, пилатес или иные виды терапии, которые вам подходят. Для мужчин это акцент на вопросы питания,
и кровоток, лимфоток, то есть погонять лимфу, выводить отеки, больше физической активности. То есть на это сделан акцент, то есть чтобы вы ощущали себя более здоровым. Конечно же, сама по себе карта для некоторых может показывать период зачатия, поэтому если кто-то стремился или этого хотел, активно работайте над этим вопросом. Вопросы личной жизни. 9 монет. С одной стороны, это целостный союз. Союз, в котором вы ощущаете себя, как, знаете, как в райском саду. Потому что это аркан, который предполагает жизнь в роскоши. А с другой стороны, это рост вашей самооценки или осознание собственной значимости. В каком ключе прозвучит для вас эта карта? Давайте смотреть и раскрывать потенциал этого аркана. Для тех, кто у нас свободен. Здесь по колесу фортуны. Это как судьбоносный шанс или возможность. Тем более одну колоду у вас здесь король мечей. Может идти знакомство с мужчиной воздушной стихии, весы, близнецы или водолей, с которым вы будете выстраивать взаимоотношения. Для мужчин здесь ложится аркан жрица. То есть судьбоносный такой, вариант развития событий. Это знакомство с девушкой или женщиной очень статусной, самодостаточной, состоятельной. По аркану жрица женщина может быть реализована в нише медицины или работать на каких-то закрытых предприятиях, или же являться эзотериком. Но если смотреть по этим картам, то каким-то эзотериком таким весомым, известным, потому что арканы указывают на высокое положение данной барышни. Смотрим с вами на вопросы личной жизни для тех, кто находится в любовных треугольниках. 9 монет и 7 чаш. Это как определиться со своими желаниями. Это ситуация трудного выбора. Понять и осознать, с кем вы ощущаете себя счастливым, гармоничным. Отношения с которым из людей вам дают какие-то перспективы, шансы на ту жизнь, которую вы себе планировали или представляли. Потому что это не просто, знаете, как исполнение желаний. Это ситуация, когда вы хотите, чтобы со стороны вашего партнера или партнерши и их усилиями были закрыты ваши тылы. То есть для себя это, по сути, да, в какой-то степени может быть потребительское отношение, но такая вот позиция «я хочу того партнера или партнершу, который закроет все мои потребности». Если вы в стабильных союзах, 9 монет и 10 мечей. Могут быть какие-то конфликтные ситуации или разногласия относительно финансовой стороны вопроса или распределения семейного бюджета. Это первый момент. И давайте еще дотянем, посмотрим, о чем здесь идет речь. Так, 9 монет, 10 мечей и 5 мечей. У некоторых может быть разрыв взаимоотношений по какой причине. В особенности, если партнер или партнерша вас абьюзили, понижали вашу самооценку или обесценивали вас как личность, ваш потенциал, ваши труды или ваши таланты, то это, знаете, как воспрянуть духом и разорвать тот союз, в котором вас задвигают за плинтус. Совет от карт. 8 монет. Сконцентрироваться над работой над собой, над проявлением ваших лучших качеств. Это активная энергия для того, чтобы вы выстраивали карьеру или свой собственный бизнес, потому что здесь все усилия приложить для раскрытия своего потенциала. Ну и, конечно же, заработка и увеличения вашего дохода. Смотрим с вами неожиданность периода. Ребенок, крест, секунду. Карта всадник и дно колоды медведь. Итак, для кого-то как прохождение сложного кармического урока, новое начало, какое-то судьбоносное начало, потому что ребенок, крест и всадник – это фактически ситуация, которая стремится к вам навстречу, которую вы должны пройти как экзамен. Помимо прочего, эта связка арканов может указывать на какие-то, знаете, новые для вас полномочия, потому что медведь – это как бы честь, которая оказана вам, в каком ключе. Это приглашение на крестины. Может быть, в ипостаси крестного или крестной, или в целом поприсутствовать на данном мероприятии. Еще, если у некоторых из вас идет желание или потребность сменить веру, то это как вход в новый эгрегор, как кармический урок, сложный урок. Или, то есть посещение своего рода таких вот мероприятий или нового для вас эгрегора. Из серии вы там вышли из христианства и решили податься в иудаизм. Как следствие, здесь смена фокуса.
А если еще в целом смотреть, то это окончание полосы или череды неудач. В особенности, если что-то там новое у вас не получалось или давало о себе знать, то наконец-то этот период завершается, когда можно будет вздохнуть полной грудью и сказать: наконец-то все идет так, как я хочу. Я вам этого искренне желаю, пусть так и будет. Вы, пожалуйста, по прошествии периода дайте знать. Напишите, как для вас отыграется информация, какие перемены произойдут. Буду ждать от вас энергообмена. Вас благодарю за то, что вы остаетесь со мной. С вами не прощаюсь. Услышимся на следующей неделе.